Накануне у нас произошел серьезный спор. Татьяна отчитала меня за предыдущее видео, тем самым подняв из глубин моей души детские травмы. Она сказала, что в определенном отрезке моего текста было слишком много слова «я». И я, конечно же, воспринял это как нападение на мое эго. Мы бурными выяснениями шли от моей травмы к простому умению владеть речью. И теперь я буду говорить не с позиции, какой я молодец и справился с проблемой, и какой у меня жизненный опыт, а моим мотивом теперь будет уберечь вас от неприятных моментов в работе. Мы очень рады вновь с вами встретиться и продолжаем делать стену из эпоксидной смолы. В прошлом видео мы показали процесс золочения деталей и залили их эпоксидной смолой. Кто не успел посмотреть на этот процесс, ссылку на предыдущее видео я оставлю в описании. Смола уже застыла, и теперь нам необходимо разобрать вот эту форму и достать все заготовки. Все же интересно, как это получится, поскольку таких конструкций нам заливать еще не приходилось. После застывания смолы поверхность заготовок не идеальна, и нам необходимо придать им ровную, а самое главное, одинаковую форму. Наши заготовки имеют не идеальную форму, и также у них есть разница в размерах до 1,5 мм. Они не совсем одинаковые, и даже в такой короткой заготовке один край может быть шире, а другой уже. Высота заготовок, или если так можно выразиться, толщина, у каждой детали тоже разная, поскольку я не мог залить идеально ровно по высоте каждую деталь. Где-то есть небольшое расхождение. И поэтому для начала на фуговальном станке нам нужно сделать один угол заготовки ровно 90 градусов, отстрогав две стороны детали. Это будет одна из первых столярных операций при работе с обрезным материалом, таким как брус или обрезная доска. И называется эта операция «строгание в угол». И уже затем, отталкиваясь от ровного угла 90 градусов, мы будем пилить заготовки в размер на циркулярной пиле. Фуговальный станок у нас оснащен валом Helical с сегментными ножами. И благодаря этому валу заготовки из эпоксидной смолы обрабатываются без сколов. Классические валы с прямыми ножами, скорее всего, не подойдут для обработки таких деталей из эпоксидной смолы, потому что они будут очень сильно скалывать поверхность. На мой взгляд, вал Helical гениальное изобретение, и если кто-то сейчас стоит перед выбором, с каким же валом купить ему фуговальный станок, то отбросьте все сомнения и берите, конечно же, вал Helical. Да, он значительно дороже, но цена очень быстро окупится скоростью, а самое главное, качеством работы. Думаю, что каждый опытный столяр, который всю жизнь строгал на классических валах, впервые прострогав пересушенную ель на валу Helical, подумал, что это магия какая-то.
Теперь нашей эпоксидной стене мы придадим фактуру, чтобы она выглядела эффектнее. Для этого нам необходимо каждой детали сделать огранку. Я решил просто скруглить края, так мне их проще шлифовать и полировать в дальнейшем. И если для меня это было очевидным, то для моей жены Татьяны этот вариант оказался неприемлемым. Ей нужны были острые грани. И сейчас я передаю эфир, чтобы услышать ее мнение и посмотреть на огранку глазами женщины. Почему я выбрала острые грани, а не круглые? Острые грани – это один из ключевых элементов в этих деталях, потому что они значительно влияют на визуальное восприятие стены в целом. Они создают эффект сияния и глубины, потому что свет, проникая внутрь, преломляется и отражается, что создает игру света и тени. Такой дизайн подчеркивает чистоту и прозрачность смолы, что делает изделие более выразительным. В целом, острые грани – это отличный способ подчеркнуть красоту блестящей поверхности самого плинтуса и придать ему особую изысканность и блеск. Все детали нашей стены огранены и предварительно отшлифованы наждачной бумагой, начиная от крупности зерна 180 и до крупности зерна 600. На данный момент наша стена имеет матовый вид, и нам необходимо сделать ее прозрачной и добиться зеркального блеска. И для этого есть два способа. Первый способ – это шлифовка и полировка до идеала. Второй способ – это покрытие всех деталей лаком, тем самым проявив глубину прозрачности. У каждого из этих способов есть свои плюсы и минусы. Шлифовка и полировка без покрытия лаком не требует дополнительного оборудования и навыков в окраске поверхности. И это безусловно плюс. Но чтобы полировкой добиться идеально зеркального блеска, необходимо приложить просто титанические усилия и невероятное терпение. И это серьезный минус. Дело в том, что поверхность необходимо начать шлифовать от крупности зерна 180 и до крупности зерна 2000. При шлифовании каждым последующим номером наждачной бумаги необходимо убрать все царапины от предыдущего номера и только уж потом полировать. К примеру, если при шлифовке наждачной бумагой номер 240 полностью не удалить царапины от предыдущего номера 180, потом эти царапины более мелким зерном не уберешь, и после полировки они будут видны, и придется заново все перешлифовывать. Когда нужно сделать 2 или 3 детали, такой способ, конечно же, подойдет. Но когда деталей 44, как у нас, то шлифовать я их буду примерно до пенсии. Но все же есть более быстрый способ. Это отшлифовать поверхность наждачной бумагой до крупности зерна 600, не обращая внимания на всякие там царапины или какие-то мелкие дефекты, и потом покрыть все детали лаком. Лак заполнит абсолютно все мелкие царапины и дефекты, которые пришлось бы бесконечно шлифовать. И несмотря на большое количество операций, связанных с окраской,
Такой способ все равно намного быстрее, и я выбираю его. Важно помнить, что не каждый лак подойдет для этой операции. Все лаки из обычного строительного магазина предназначены в основном для дерева и имеют янтарно-желтый оттенок. Но так как желтизна нам не нужна, мы будем использовать двухкомпонентный акриловый автомобильный лак системы HS. Также можно использовать лак системы MS. Автомобильные лаки не имеют желтизны, хорошо растекаются, быстро сохнут и легко полируются. У меня, как и у многих из вас, к сожалению, нет опыта по окраске автомобилей. Поэтому мы будем учиться красить без права на ошибку. Главное верить в себя и, как говорит моя жена Татьяна, дорогу осилит идущий. Так, смотрим, что у нас получилось. Вроде бы неплохо, но так как у нас нет покрасочной камеры, да еще я забыл отфильтровать первую партию лака, на поверхности попадаются вот такие вот соринки. Сейчас я их локально зашлифую наждачной бумагой с зерном 1500, потом пройду с зерном 3000 и заполирую вот это все полировальной пастой. Для полировки я использую вот такую пасту. Вот ее номер, здесь указан. Этой пастой можно сразу отполировать до зеркального блеска без применения более мелких паст в последующем. Ну а чтобы добиться уж совсем ослепительного блеска, после полировки я покрою все детали вот таким вот воском. Этот воск предназначен для полировки кузова автомобиля. Воск тоже надо будет немножко отполировать диском с насадкой вот из такой овчины. Самый частый вопрос у начинающих — это каким инструментом полировать эпоксидную смолу. Вот такие инструменты не подойдут для полировки. Это виброшлифовальные машины, которые предназначены для шлифовки. Полировать необходимо только вот такой вот машиной. Ее маркировка УПМ, угловая полировальная машина. У нее максимальное число оборотов 2200, и она предназначена для высоких нагрузок при низких оборотах. Работа над нашей стеной подходит к завершению, и нам осталось дополнить это все одной небольшой, но очень важной деталью. Давайте с вами проведем аналогию и посмотрим на эту стену как на ювелирное украшение. Допустим, это перстень из драгоценных камней. Здесь у нас есть желтый сапфир, розовый турмалин и опалы. Вот мы их огранили, отполировали, и теперь нам необходимо поместить их в металлическую оправу. В ювелирном деле это было бы золото или, к примеру, серебро. Но у нас это будет простой полированный алюминий. Здесь мы специально оставили расстояние для того, чтобы поместить туда алюминиевые пластины, которые придадут законченный вид и добавят еще немного лоска нашему проекту.
Так как увидеть стену в завершенном интерьере нам предстоит еще не скоро, потому что впереди еще очень много ремонтных работ, для того, чтобы увидеть ее в вертикальном положении, мы сделали огромный стенд. И сейчас мы примерно можем оценить ее уникальность и смелость. Обратите внимание, что центр стены остается пустым. И, конечно же, мы не оставим его без внимания. Более того, именно из идеи центра родилась концепция целой стены. Это рама для картины. Повесить просто картину для нас было бы слишком легко, а для вас слишком скучно, поэтому в следующем видео мы раскроем секрет этой детали, которую нам тоже предстоит воплотить в реальность. Итак, какие у вас мысли? Понравился ли результат? Пишите, пожалуйста, в комментариях. Мы всегда с большим вниманием и благодарностью их читаем. Более того, для нас это не просто комментарии, это огромная поддержка с вашей стороны. Ну что же, встречаемся в следующей серии. Подписывайтесь на наш канал и, как всегда, огромное спасибо, что вы у нас есть.